Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о 7 малоизвестных легендарных шиноби, которых боялись за их невероятную силу. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли Мангёка Sharingan Индры в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди Додзюцу Ранмару и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Узумаки Ашина. Он был лидером клана Узумаки во время основания Конохи. Ашина был пожилым человеком с длинными белыми волосами и квадратной бородкой. Учитывая его возраст и то, что он был лидером своего клана во время эпохи воюющих государств, можно уже сказать, что он был очень силен, так как прожил целых 67 лет в такие опасные времена, и только сильнейшие могут столько прожить. Во время своего дебютного выступления он был изображен с 2 мечами за спиной, и это указывает на то, что он предположительно был очень опытным мастером в киндзюцу. Как и все члены клана Узумаки, Ашина специализировался на фуиндзюцу, то есть на запечатывающих техниках. Он был непревзойденным мастером данной разновидности дзюцу, и он даже был признан прародителем фуиндзюцу Конохи. В аниме он был в состоянии запечатать зверя в считанные секунды. Кроме того, так как он был членом клана Узумаки, Ашина обладал необычно мощной жизненной силой, которая сыграла большую роль в его долгой продолжительной жизни. Как я упомянул ранее, он был непревзойденным мастером фуиндзюцу, и можно предположить, что Ашина владел такой техникой, как печать бога смерти, так как она была разработана именно кланом Узумаки, и лидер своего клана без сомнений должен был владеть ею. Силу Ашины можно сравнить с силой Санджу Тобирамы, и это никак не преувеличение. То, что его мощь не была показана ни в аниме, ни в манге, не значит, что он слаб. Кроме того, он был лидером клана Узумаки, а этот клан, по моему мнению, сильнее тех же Сенджу или Учиха. Ханзо. Он был признан одним из сильнейших ниндзя своего времени и знаковым представителем всего мира шиноби. На пике своих сил Ханзо в одиночку победил и уничтожил целый отряд шиноби из Конохи, за исключением Орочимару, Джирайи и Цунада, которых он и назвал 3 легендарными санинами. Да и сам Джирайя говорил, что ни один в мире шиноби не сможет его победить. В детстве Ханзо внедрил в свое тело мешок с ядом Куру-Саншоу. Это черная саламандра. Данная процедура предоставила ему ядовитые способности, в том числе усиленное сопротивление яда. Также люди, которые находились в близости от него, могли отравиться из-за его дыхания, и этот яд был смертельным, в результате чего жертвы испытывали мучительную боль и умирали через 2 дня. Но бабуле Чио все же удалось сделать противоядие от яда его саламандры. Ханзо мог призывать огромную саламандру Ибуса. С помощью нее он и одолел 3 легендарных санинов. Ибуса, как и Ханзо, имел яд, благодаря чему он может хранить внутри своего тела большое количество ядовитого газа, а затем он мог выдохнуть его изо рта по приказу Ханзо. Секундного вдыхания этого яда было достаточно, чтобы полностью парализировать оппонентов Ханзо. Также Ханзо может телепортировать и себя, и свою гигантскую саламандру одновременно, без особых усилий. После того, как Джирайя узнал, что Пейн убил Ханзо, он был шокирован и не мог в это поверить. Но главной причиной его поражения было то, что все тела Пейна были невосприимчивы к его яду, потому что они были трупами. И это в сочетании с тем, что Ханзо очень сдал в боевых навыках. Это отметил и сам Пейн. 3-й Казекаге. Он считается сильнейшим Казекаге после Гаары, благодаря тому, что исследовал способности Шукаку и использовал их как образец для своего собственного уникального оружия. 3-й Казекаге, вне всяких сомнений, был чрезвычайно сильным шиноби. Он владеет стихийным Кикей-Гинкай жетон, который позволяет ему управлять магнетизмом. С его помощью он мог придавать своей чакре магнетическое свойство и использовать железный песок как оружие. Также его контроль над магнитными силами давал ему иммунитет к любому металлическому оружию, и он мог спокойно устранять марионетки Сасори, забивая их суставы железным песком, который можно спрессовать в любую форму. 3-го Казекаги убил Сасори, но он был
его самым сильным соперником, и после его смерти он сделал из его тела марионетку, которая стала его самой любимой. После того, как Орочимару воскресил Казыкаги для сражения против Сосори и Дейдары, он заявил, что исход их нового сражения против Сосори будет отличаться от предыдущего. Хозуки Генгетсу, он же второй Мизукаги, который является очень сильным шиноби, из-за которого умерло множество ниндзя на 4-й мировой войне, и Гаара называл его сильнейшим из тех 4 Каги, которых воскресили. Ведь даже когда он сообщил то, как его победить, шиноби не смогли противостоять его техникам, из-за чего тот с легкостью их одолел. Он также обладал неизвестным Кейкей Генкай и был мастером стихии воды, с помощью которой он мог использовать свои указательные пальцы, чтобы стрелять водяными пулями, которые могли даже убить человека. Генгетсу мог использовать вещество в своем теле для создания своего чиби-подобного клона, который состоял из воды и масла. При движении масло нагревалось и заставляло воду внутри испаряться, из-за чего клон взрывался. Генгетсу мог призывать огромного моллюска, благодаря которому он был в состоянии создавать миражи, скрывающие его местоположение. Эти миражи настолько реалистичны и непонятные, что многие шиноби не смогли распознать их, даже несмотря на подсказки Мизукаги. Избавиться от них можно было только за счет уничтожения самого моллюска. Майто Дай – один из самых, а может и самый недооцененный персонаж во вселенной Наруто. Он самый крутой генин, который не умел использовать ниндзюцу и тайдзюцу. Дай научил нас усердно работать, никогда не сдаваться и никогда не беспокоиться о том, что другие говорят о нас. Несмотря на то, что его называли вечным генином, Дай был одним из сильнейших тайдзюцу, который смог изучить и использовать все 8 внутренних врат, что мог сделать только настоящий гений. На протяжении 12 лет, каждую ночь он усердно тренировался, чтобы освоить 8 врат, но из-за этих интенсивных тренировок он заваливал даже самые простейшие миссии ранга D, но его тренировки оправдали свой труд. Дай спас команду своего сына от 7 мечников тумана, открыв 8 внутренних врат, после чего он умер, но ему все же удалось убить 4 мечников, а главное, он спас жизнь своему сыну. Узумаки Мито, еще один представитель из клана Узумаки, которая была женой Хаширамы. Также она была известна тем, что стала первым Джинчурики Курамы, и это при том, что она сумела без чьей-либо помощи запечатать его в свое тело. И это говорит о том, что она идеально владела фуиндзюцу. Мито унаследовала невероятную мощную жизненную силу, что позволило ей прожить очень долгую жизнь. Ведь она жила во времена 1-го, 2-го и 3-го Хокаге. Она так же, как и Наруто, была способна чувствовать исходящие эмоции от людей. Вдобавок к этому она владела печатью Бьякугу, которую она использовала для накопления дополнительных запасов чакры в метке на своем лбу. И у нее было вдвое больше природной чакры, чем в Наруто. А теперь представьте, сила Курамы плюс метка Бьякугу, вдобавок мощная жизненная сила и специализация фуиндзюцу. Она безусловно является сильнейшей куноичи в мире Наруто после Кагуи. Оцуцуки Хамура, сын Кагуи и брат Хагарому, но многие люди недооценивают его силу. Однако Хамура был почти равен по силе Хагарому. Он владел Бякуганом, который в будущем эволюционировал в Тенсейган, который ему позволил использовать режим чакры Тенсейгана, с помощью которого он мог разрезать Луну напополам или же обрушить ее на Землю. В сочетании с его дадзюцу и мощной чакрой он смог использовать синдзюцу 6 путей, с помощью которого он мог летать и имел невероятный уровень регенерации. Также Рикудо синдзюцу предоставляет пользователю шары поиска истины. Хамура также мог без проблем телепортироваться между Луной и Землей, и он без сомнений является одним из самых сильнейших персонажей во вселенной Наруто. А кого бы вы еще добавили? Свое мнение напишите, пожалуйста, в комментариях. А на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ван Кайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.